Приветствую всех, и в этом видео я хотел бы продолжить свою рубрику «Проби продуктов для идеального сухпайка». Речь идет о тех продуктах, которые в основном входят в обычный сухпайок или в разные сухпайки. Значит, сегодня вкусовое разнообразие, так сказать. Я не буду говорить о именно говяжьей тушенке или свининой тушенке. Сегодня я поговорю о плавленном сыре, о каше рисовой и о шоколадной пасте. Кашу я оставлю на потом. Начну с плавленного продукта к завтраку. Как вы понимаете, что можно с собой в сухпайок положить плавленые сырки. Есть разные плавленые сырки, так же как и российского производства, СССРовские такие еще. В общем, разнообразное количество всяких плавленных сырков есть, разных фирм и разных производителей. Также бывают сырки квадратиками, положены каждый отдельно. Но это я говорю именно о плавленных сырках. Есть в фольге просто, есть в баночках, ну разные в общем. Я бы хотел поговорить о, в принципе, довольно-таки самым оптимальным вариантом, как в ценовой категории, так и по вкусовой категории. Это плавленый продукт к завтраку. Это плавленый сыр российского производства к завтраку со вкусом грибов, 50% жирности. Состав: сыр жирный, сыр не жирный, творог, масло сливочное, сухая молочная сыворотка, растительные жиры, соль поваренная, соль плавитель, что-то Е451, добавки, массовая доля жира, 80 грамм эта баночка, производит это Россия, город Рязань. Энергетическая ценность 270 килокалорий на 100 грамм где-то. Нормальный плавленый сырок. Такое его можно намазывать на хлеб, на галеты там или еще что-нибудь такое. То есть вот их есть несколько вкусов. Вот это вот грибы у меня, бекон, укроп, копченый лосось. И есть еще просто сливочный. Возможно, бывают еще какие-то вкусы. Но вот самый известный это 5 их вкусов. Вот, все они довольно неплохие. Открою вот грибы сейчас. Открывать я буду Ганза, недавно приобретенным 704. Ганза 704. Что я могу сказать? Ей я уже открывал банку сгущенки. Но сгущенки я буду тоже разговаривать, но в каком-нибудь из следующих видео. Значит, что я могу сказать? Открывал такую вот банку вот этим ножом. И я не знаю, как и почему. Во-первых, у меня нож уже был с... Нормально. Уже был с замином. С несколькими заминами, может, даже. Вот. Но когда я открыл этим ножом банку сгущенки, вы посмотрите, как РК убилась. Ей реально стало плохо. Просто ужасно плохо. Она вся убилась. Просто вся режущая кромка. Я не знаю, как Саша Винину, какой ему ножик прислали. Но вот этот ножик, это Ганза, то же самое, последняя модель, можно так сказать, из тех, что по разборке. Я его перебирал, чистил, смазывал. Все точно так же, как и Саша показывал в видео о Hard Use тесте. Ну, не знаю. Значит, сталь здесь 440 Си. Ганза 704. Может, мне удача не выпала. В общем, открою я плавленый продукт, как написано вот этим ножом. Ну, конечно,
Может быть, в этих баночках и не так уж удобно. Открывать. Переносить, но для какого-нибудь завтрака, там, например, этот же сырок, эту же баночку сырка можно открыть и съесть теми же галетами на завтрак с чаем, с кофе, там, кто как предпочитает. Съесть эту баночку, и в принципе ее можно даже и не убирать. Несколько таких баночек себе взял. И все, в принципе. Ну вот. Консистенция у него вот такая. Гораздо гуще, чем майонез. Гораздо гуще. В раза в 3, наверное. Гуще. Может даже, ну да, где-то в раза 3 гуще. То есть как бы он не капает. Ложка, так сказать, стоит, если вы видите. То есть поболтаюсь, она стоит. В общем, вот такая. Я попробую. Обычный плавленый сырок со вкусом грибами, в такой вот консистенции. На вкус довольно-таки приятен. Ну, вкусный на самом деле. Стоит он всего лишь 14 рублей 30 копеек. Я, конечно, не навязываю, это мое мнение, но вот лично я тот продукт, который пойдет в мой идеальный сухпайок. В предыдущем видео я рассказывал о шоколадной пасте. Во многих сухпайках ложат какой-то вес, сколько-то грамм шоколадной пасты. Решил вот попробовать взять шоколадную академию. Я сниму верхнюю крышку, она нам не понадобится, отсвечивает. Шоколадная академия, значит, академия шоколада, прошу прощения, паста десертная, шоколадная, молочная. Значит, масса нетто 350 грамм. Здесь можете остановить и сами прочитать. Я уже не буду диктовать. Сейчас попробуем, как же по вкусу эта шоколадная паста. Открывается она вот так вот. Ну вот это уже больше пахнет шоколадной пастой. Так. Вот видите, как она выглядит. Сейчас я ее попробую. Ну, что могу сказать? Ну, я считаю, что примерно на процентов 35 она лучше, чем та шоколадная. В общем, лучше, чем предыдущая. Не знаю. Шоколадная паста. Нечего мне сказать, нечего добавить. В принципе, можно взять. Все еще до сих пор придерживаюсь того мнения, что лучше взять плиточку шоколада. Так, ну давайте перейдем к нашей рисовой каше. Значит, она у нас также курганская. Выбита дата изнутри банки. Это очень хорошо. Пригожина. В предыдущих видео было гречневая, перловая каша. И вот еще есть рисовая с говядиной, каша особая. Ну, выглядит точно так же. Масса 290 грамм. Пожалуйста, вот кому интересно, могут остановить, посмотреть ее характеристики. Я думаю, видно будет.
С товарищем уже ходил на одну из вылазок. На БС видео уже выложено. Брал уже эту рисовую кашу с говядиной, а также такую же точно вроде со свининой. Сказать точно не могу, но уже брал что-то подобное. Ну, видео снять не получилось. Вот. И вот тут увидел рисовую кашу и думаю, возьму. Давайте открываем. Ганза 704. РК мне уже надо однозначно перетачивать, так что посмотрим, как она откроет с такой шоколадкой. Ну, очень тяжело, конечно. Открывается. Ничего. Все-таки открывается. Ну, не знаю, мне кажется, да, еще больше загнулась. Ладно. О. Так. Что могу сказать? Ну вот, консистенция даже на каше выбита осталась. Номер. По запаху ничего не могу сказать. Непонятно, чем пахнет. Честно. Каким-то запахом типа каши с тушенкой. Вываливаю сразу же. Рассыпалось. Так, ну, не знаю, как будто бы, ну вот там рис видно. Также я вам скажу, что в таких тушенках мясо не видно вообще. А нет, смотрите-ка, видно, если вы увидите, конечно. Вот видите, вот это рис и темные, вот темное, вот это пятнышко темно-коричневое, такое, ну, светло-коричневое. Это вот, оказывается, волокна мяса, тушенки. Но они тут все перемолото, это так перерублено, что эти волокна еле заметны. Если вы увидите, то зерна такие светлые, мясо чуть-чуть потемнее. Вот здесь вот видно все это. Ну, что уж поделаешь, раз так у нас делают. Так, скажу вам, значит, что изготовлено это в городе Курган. На дне какая-то водичка, желе и немного жира. Желе, видимо, уже растаяло. Банка стояла не в холодильнике. Сейчас я все это разомну. Ну что, видно, что как бы это каша, рис, суховатая, как и греча, холодная, не разогретая, значит, по вкусу. Вы знаете, вот которая каша была куплена в Заречном, была гораздо вкуснее, значит, там была не Пригожина, потому что вряд ли они как-то должны, ну, отличаются.
Там, значит, была не Пригожина. Жалко, ну ладно, я туда съезжу еще и возьму обзор. Он как раз тубы кашу рисовую я бы взял. Вот эту нет. Эту кашу я бы с собой не стал брать. Не засунул бы свой идеальный сухпайок. Сухая. И непонятно, что это даже рис. Ну непонятно. Также и мяса тут не видно. Сухая. Все скомкано, смягкано, спрессовано. Так все это выглядит. Вкус пресноватый. Вкус пресноватый. То есть надо ее досаливать до нормального состояния. И еще добавлять нормальной говяжьей или свиной тушенки. И тогда, думаю, ее можно будет как-то еще есть. Ну, на этом все. Смотрите, судите сами, делайте свои выводы. Я это делаю лично для себя. И показываю вам заодно, что продают в моем городе. Огромное спасибо вам за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайки. Чтобы смотреть дальше мои видео, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам удачи и добра. До новых встреч. Хочу добавить к этому видео, что в разогретом виде она гораздо вкуснее, приятнее, больше похожа на рисовую кашу. Сразу дает яркий вкус чего-то тушеночного. В общем, в разогретом виде гораздо лучше, чем в холодном. Забыл сказать, что каша Пригожина рисовая с говядиной стоит 20 рублей ровно. Продукт плавленый к завтраку 13 рублей 40 копеек. Паста шоколадно-молочная Академия 65 рублей 90 копеек. Еще хотел бы добавить о лаваше, так сказать, о котором также в прошлом видео я хотел немножко рассказать, но не удалось. Вот так вот он выглядит. Попробую его отломать. Если кому-то нравится брать с собой такое в поход, там или это. По мне так лучше бы взять вот такой вот хлеб, чем обычный какой-то. Ну, я люблю больше всего белый хлеб, нежели черный. Значит, выглядит вот так вот, да. Свежий, мягкенький хлебушек. Пахнет немножко пригорелым таким вот, ну как обычный лаваш. Очень мягкий. Он такой немножко сложно жуется, чем обычный хлеб. По вкусу очень даже вкусно. Все, хотел сказать. В Свердловской области, то есть в области, где я живу, сделали этот лаваш. Спасибо за внимание. До новых встреч.